Что произойдет, если тысячи голодных крыс окажутся на крохотном острове посреди океана вместе с беззащитными птицами? Представьте себе место, где каждую ночь разворачивается настоящая бойня. Где птенцы исчезают прямо из гнезд, а взрослые птицы находят только окровавленные перья своих детенышей. Где крысы научились охотиться стаями, как волки, разрывая на части существ в 10 раз крупнее себя. Где целые колонии вымирают за считанные месяцы, а выжившие птицы в панике бросают свои гнезда и больше никогда не возвращаются. Остров Марион в южной части Индийского океана. 68 квадратных миль вулканической породы в 1000 миль от ближайшего материка. Здесь обитало 2 миллиона морских птиц 28 видов. В 1979 году ученые обнаружили, что популяция пингвинов сократилась на 60%. Крысы пожирали птенцов заживо, начиная с лап и крыльев, пока родители беспомощно наблюдали в нескольких футах. Остров Гоф в Южной Атлантике. 22 мили скал и утесов. Крысы здесь выросли до размеров морских свинок и охотятся группами по 10 особей. Они нападают на птенцов-альбатросов весом в 20 фунтов. Атака длится несколько ночей подряд. Крысы выедают живую плоть, пока птенец не умирает от кровопотери. Каждый год погибает 2 миллиона птенцов. Остров Макуори между Новой Зеландией и Антарктидой. Кролики съели всю растительность. Без укрытия гнезда пингвинов стали легкой добычей для крыс. За 5 лет исчезло 80% колонии. Атолл Мидуэй в Тихом океане. Крысы истребили 17 видов наземных птиц полностью. От популяции в миллион особей осталось меньше 100 тысяч. Ученые находили гнезда, где все 20 яиц были выпиты дотла. Но самая шокирующая история случилась не на этих островах. Место, о котором мало кто слышал, стало ареной самого амбициозного эксперимента по спасению дикой природы. Эксперимента, который едва не обернулся катастрофой похуже крысиного нашествия. Остров, где люди решили сыграть в Бога и исправить ошибки прошлого. И то, что они обнаружили в процессе, перевернуло все представления о том, как работают островные экосистемы. Вы думаете, достаточно просто избавиться от крыс? Отравить их или выловить? Природа не прощает простых решений. Каждое вмешательство запускает цепную реакцию, которую невозможно предсказать. И иногда лекарство оказывается страшнее болезни. Остров Южная Георгия. 106 миль длиной, 30 миль шириной. Координаты 54 градуса южной широты, 37 градусов западной долготы. 1500 миль от побережья Аргентины. Ледники покрывают больше половины поверхности. Температура редко поднимается выше нуля даже летом. Здесь гнездится 400 тысяч королевских пингвинов, 50 тысяч золотоволосых пингвинов и 2 миллиона пингвинов макарони. Самая большая концентрация этих птиц на планете. Декабрь 2001 года. Биолог Тони Мартин спускается по склону к колонии королевских пингвинов в заливе Сент-Эндрюс. Обычно здесь стоит оглушительный гвалт. Тысячи птиц кричат, ссорятся, ухаживают друг за другом. Сегодня тишина. Мартин находит первое гнездо. Пустое. Второе. Разбитое яйцо. Желток растекся по камням. Третье. Мертвый птенец с выеденной грудной клеткой. Из 100 осмотренных гнезд выжило только 12 птенцов. Крысы попали на остров в начале 19 века с китобойных судов. Норвежцы основали здесь китобойную станцию в 1904. Рабочие завезли еще больше крыс на грузовых кораблях. Станция закрылась в 65-м, люди уехали, крысы остались. Без естественных врагов популяция взорвалась. К началу 2000-х на острове жило больше 100 миллионов серых крыс. Пингвины эволюционировали в среде без наземных хищников. Их единственные враги – в океане. На суше они беззащитны, гнездятся прямо на земле, без укрытий. Птенцы покрыты пухом, не умеют плавать, не могут убежать. Один взрослый пингвин весит 30 фунтов. Крыса 1 фунт. Но крыса быстрее, агрессивнее и охотится ночью, когда пингвины спят. Золотоволосые пингвины строят гнезда на скалистых утесах. Казалось бы, крысам туда не добраться. Но серые крысы карабкаются по отвесным стенам высотой в 100 футов. Биологи установили камеры ночного видения. Записи показали. Крысы спускаются сверху, с ледника. Они изучили маршруты пингвинов и устраивают засады на тропах. Самка пингвина откладывает 2 яйца за сезон. Высиживание длится 35 дней. Родители меняются. Один сидит на гнезде, второй уходит в океан кормиться. Смена занимает несколько минут. Этого достаточно. Крыса прогрызает скорлупу за 20 секунд. Выпивает содержимое и исчезает до возвращения пингвина. Птенцы вылупляются слепыми и беспомощными. Первые 2 недели родитель постоянно греет детеныша. Потом оба уходят за кормом. Птенцу нужно 3 фунта рыбы в день. Гнездо остается без охраны по 8 часов. Крысы атакуют группами. Первая отвлекает птенца спереди. Вторая прыгает на спину. Третья перегрызает артерию на шее. Смерть наступает через 3 минуты. К рассвету от птенца остается скелет. Колония в заливе Голд-Харбор насчитывала 25 тысяч пар в 70-х. В 2003 – 4 тысячи. Сокращение на 84% за 30 лет.
Математические модели показывали, при таких темпах королевские пингвины исчезнут с острова к 2030 году, золотоволосые к 2025. Вместе с ними вымрут 30 видов морских птиц, которые больше нигде не гнездятся. Крысы не ограничились пингвинами. Каждую весну на Южную Георгию прилетает 50 миллионов буревестников. Они роют норы в торфяной почве на глубину до 3 футов. Самка откладывает одно яйцо в год. Высиживание длится 50 дней. Родители улетают в океан на неделю, оставляя яйцо в норе. Температура внутри держится постоянной благодаря толстым стенкам. Крысы научились находить норы по запаху. Они расширяют вход и проникают внутрь. Скорлупа буревестника тоньше, чем у пингвина. Крыса съедает яйцо за 5 минут. Потом остается жить в норе. Когда родители возвращаются, крыса нападает на них. Буревестник весит 2 фунта, размах крыльев 3 фута, но в узкой норе крылья бесполезны. Крыса вцепляется в горло и не отпускает, пока птица не истечет кровью. Южно-георгийский конек. Маленькая серая птица размером с воробья. Единственный вид воробьиных в Антарктике. Гнездится только на этом острове и больше нигде на Земле. В 1970-м насчитывалось около 200 тысяч особей. В 2004-м меньше 3000, сокращение на 98%. Коньки строят гнезда в расщелинах скал у самой земли, откладывают 4 яйца размером с перепелиное. Крыса съедает всю кладку за одно посещение, утки-шелохвости гнездятся в прибрежной траве. Самка откладывает 8 яиц, утята вылупляются через 28 дней и сразу умеют ходить. Первые сутки самые опасные, пух еще не высох, утенок не может быстро двигаться. Крысы караулят гнезда и хватают новорожденных в первые минуты жизни. Из сотни утят доживает до недели только 5. Кочурки весят меньше унции. Это самые маленькие морские птицы на острове. Они гнездятся в щелях между камнями, где не пролезет ничто крупнее мыши. Крысы пролезают. Кочурка откладывает одно крошечное яйцо раз в год. Если его съедят, следующая попытка только через 12 месяцев. Популяция сократилась на 90% за 20 лет. Но самый страшный урон крысы нанесли растениям. Остров покрыт уникальным видом злака – туссоком. Трава вырастает до 6 футов высотой, образует густые кочки диаметром 3 фута. Корни уходят вглубь на 5 футов, туссок растет только в субантарктической зоне. Он защищает почву от эрозии, удерживает влагу, создает микроклимат. В зарослях туссока гнездятся 12 видов птиц. Здесь прячутся птенцы пингвинов, когда родители уходят за кормом. Крысы поедают семена туссока. Каждая кочка дает около 1000 семян в год. Крыса съедает 50 семян в день. 100 миллионов крыс уничтожают 5 миллиардов семян ежегодно. Новые растения не вырастают. Старые кочки живут до 100 лет, но когда они умирают, замены нет. На северном побережье площадь зарослей туссока сократилась вдвое с 80-х годов. Оголенную почву смывают в океан во время штормов. Образуются промоины глубиной 10 футов. Пингвины не могут добраться до традиционных мест гнездования. Путь перекрыт оврагами. Ледник Нойман отступил на 2 мили за последние 30 лет. Открылась новая территория, голые скалы и морена. Пингвины попытались основать колонию на свежей земле. Но без туссока почва не держит тепло. Яйца замерзали даже под наседкой. Из 2000 пар ни одна не вырастила птенца в первый сезон. Пингвины начали менять поведение. Колония в бухте Мэй переместилась на 200 ярдов вглубь берега, подальше от старых китобойных построек, где концентрация крыс достигала максимума. Птицы гнездились на голых камнях без укрытия под прямыми лучами солнца. Летом температура поднималась до 15 градусов, яйца перегревались. Эмбрионы погибали на 20-й день развития. Выживаемость упала до 3%. Другая колония попыталась гнездиться на пляже из крупной гальки. Камни размером с кулак не давали крысам рыть норы поблизости. Но во время прилива волны накатывали на гнезда. Соленая вода заливала яйца. Скорлупа становилась проницаемой для бактерий. Зародыши гнили изнутри. Родители продолжали высиживать мертвые яйца еще 2 недели, пока не начинало разить разложением. Золотоволосые пингвины стали агрессивнее. Раньше они игнорировали крыс, проходящих мимо гнезд днем. Теперь атаковали любую крысу в радиусе 5 футов. Клюв пингвина пробивал череп грызуна насквозь. Биологи находили мертвых крыс с проломленными головами возле гнезд. Но ночью пингвины слепли. Крысы подкрадывались бесшумно, атака начиналась с прыжка на спину, куда клюв не достает. Некоторые пары отказались от размножения полностью. В колонии Сент-Эндрюс 20% взрослых птиц не отложили яиц в сезоне 2005 года. Они стояли на привычных местах, исполняли брачные ритуалы, но гнезд не строили. Энергия, сэкономленная на выращивание потомства, позволяла им пережить зиму. Но если такая стратегия станет массовой, популяция вымрет за одно поколение. Буревестники изменили график миграции. Обычно они возвращаются на остров в середине октября. В 2006-м первые птицы прилетели только в начале ноября, задержка на 3 недели.
Позднее гнездование означало, что птенцы поднимаются на крыло в марте, когда начинаются осенние штормы. Молодые буревестники не умеют летать в сильный ветер, их сносит в океан, они тонут. Смертность птенцов выросла с 30 до 70%. Кочурки начали гнездиться колониями вместо одиночных пар. Сотни птиц занимали один участок скал размером с теннисный корт. Плотность гнезд достигала 20 на квадратный ярд, постоянный шум и движение отпугивали крыс. Но скученность создавала новые проблемы. Инфекции распространялись мгновенно. Вспышка птичьего гриппа в 2007-м убила 800 кочурок за неделю, целая колония вымерла. Утки-шелохвости стали откладывать яйца дважды за сезон. Первая кладка в октябре почти всегда погибала от крыс. Вторая в декабре имела больше шансов. К этому времени крысы переключались на птенцов-буревестников, более легкую добычу. Но двойная кладка истощала самок. Они теряли до 40% массы тела. Каждая пятая утка не переживала зиму. Южно-георгийские коньки переместились на крошечные островки у берега, отделенные от большой земли проливами шириной 50 ярдов. Крысы не умеют плавать на такие расстояния. На островке Купер площадью 2 акра обосновалась колония в 300 птиц, пищи не хватало. Коньки питаются насекомыми и семенами. На маленьком островке запасы истощались к середине лета. Птицы летали на большую землю кормиться, рискуя встретиться с крысами. Каждый вылет — лотерея со смертью. (2005 год). Британское правительство выделило 10 миллионов фунтов на проект истребления крыс. Самая масштабная операция по уничтожению инвазивных видов в истории. Целевая территория — 106 миль в длину, 30 в ширину. 3000 квадратных километров горной местности, ледников, болот и скал. 100 миллионов крыс должны были умереть. План выглядел простым. Яд бродифакум в синих гранулах размером с рисовое зерно. Крыса съедает 3 грамма. Смерть через 5 дней от внутреннего кровотечения. 2 вертолета разбрасывают приманку с воздуха. Плотность покрытия — 20 килограммов на гектар. 3 обработки с интервалом в 2 недели. Производитель гарантировал эффективность 99%. Первый вылет состоялся в мае 2011-го. Вертолеты летели на высоте 50 футов, разбрасывая синие гранулы над побережьем. За неделю обработали 400 квадратных километров северной части острова. Мертвые крысы начали появляться на 3-й день. К концу месяца их лежало повсюду. На камнях, в траве, в норах, на тропах. Запах разложения стоял на милю вокруг колоний, но вместе с крысами умирали птицы. Поморники клевали синие гранулы, принимая их за ягоды. Утки глотали отравленную приманку вместе с семенами трав. Буревестники находили мертвых крыс и скармливали их птенцам. Яд накапливался в тканях. Через неделю после начала обработки биологи насчитали 200 мертвых поморников на участке в 1 квадратный километр. Гигантские буревестники оказались особенно уязвимы. Эти птицы весят до 11 фунтов, размах крыльев 7 футов. Они питаются падалью, мертвыми тюленями, пингвинами, рыбой. Мертвая крыса для них — деликатес. Один буревестник съедал до 20 отравленных грызунов за день. Смертельная доза яда превышалась в 50 раз, птица умирала через сутки. На острове гнездилось 3000 пар гигантских буревестников. После первой обработки осталось меньше 1000. Поморники-клептопаразиты воровали отравленных крыс у других птиц. Они охотились возле колоний, отнимая добычу у более слабых видов. Каждый поморник контролировал территорию в 200 ярдов вокруг гнезда. Они собирали мертвых крыс и складировали их в тайниках между камнями. Запасы достигали сотни тушек. Когда поморник начинал поедать запасы, концентрация яда убивала его за часы. Доминиканские чайки гнездились колониями по 500 пар. Одна птица нашла мертвую крысу и принесла в колонию. Другие чайки отняли добычу, разорвали на части, начали драться за куски, за день отравилась вся колония. Птицы умирали прямо в гнездах, птенцы оставались сиротами и погибали от голода через 3 дня. Кара-кара — хищная птица размером с ястреба. На Южной Георгии обитало около 200 особей. Они охотились на мелких птиц, разоряли гнезда, ловили рыбу на мелководье. После начала отравления переключились на мертвых крыс. Легкая добыча без риска. Одна каракара съедала до 5 крыс в день. Через 2 недели после первой обработки в живых не осталось ни одной птицы этого вида. Программу заморозили на полгода. Ученые пересчитывали потери. 12 видов птиц пострадали от отравления. Общие потери больше 5000 особей. Это было в 10 раз больше, чем прогнозировали компьютерные модели. Экологическая катастрофа вместо спасения. Северная часть острова очистилась от крыс к августу 2011-го. 400 квадратных километров без единого грызуна. Ловушки с приманкой стояли пустыми неделями. Камеры наблюдения не фиксировали движение. Территория объявлена свободной от инвазивных видов. Южная часть острова оставалась нетронутой. Там жило 60 миллионов крыс на 2000 квадратных километров. Граница проходила по реке Барв. Бурный поток шириной 30 футов, глубиной до 6.
Крысы не переплывали такие расстояния, северный берег был безопасен. Зима 2011-го выдалась холодной, температура опускалась до минус 20 градусов. Река замерзла в конце июня, лед толщиной 8 дюймов выдерживал вес человека, крыса весит фунт. Для нее это автомагистраль шириной 30 футов. Первую крысу на северном берегу обнаружили в середине июля. Следы на снегу вели от реки к старому складу китобоев в 2 милях от берега. Внутри склада нашли гнездо из изоляции и тряпок, самка и 7 детенышей возрастом 2 недели. Ловушки расставили в радиусе мили. За ночь поймали 12 взрослых крыс, но было уже поздно. Река оставалась замерзшей до сентября. 11 недель крысы свободно пересекали границу. Сколько их перебралось, никто не считал. Оценки варьировались от сотни до 10 тысяч. Одна беременная самка производит 50 детенышей в год. Эти детеныши становятся половозрелыми в 3 месяца. Математика была безжалостной. К декабрю крысы заселили прибрежную полосу северной территории на протяжении 20 миль. Колония золотоволосых пингвинов в заливе Ундини потеряла 80% яиц в первый же сезон. Год назад здесь не было ни одной крысы. Теперь их были тысячи. Проект стоимостью 10 миллионов фунтов провалился. Северная территория подлежала повторной обработке. Но зима показала, река не остановит крыс. Нужна была новая стратегия. Обрабатывать весь остров одновременно. 3000 квадратных километров за один сезон. Бюджет вырос до 17 миллионов. Весна 2013-го. 3 вертолета начали обработку с южной оконечности острова. План требовал покрыть всю территорию за 8 недель, пока крысы не начали размножаться после зимы. Погода разрушила график на второй день. Шторм с ветром 70 миль в час заземлил вертолеты на неделю. Когда ветер стих, начался снегопад. Видимость упала до 50 ярдов. Полеты отменили еще на 4 дня. Синие гранулы яда должны лежать на поверхности, чтобы крысы их нашли. Снег толщиной 3 дюйма похоронил приманку. К моменту таяния яд потерял половину эффективности. Влага разрушала активное вещество. Обработанные участки требовали повторного разбрасывания. График сдвинулся на 3 недели. Туман накрыл остров в конце октября. Плотная серая масса, в которой не видно собственной руки на расстоянии фута. Вертолеты летали по приборам, но разбрасывание яда требовало визуального контроля. Пилоты не видели землю. Гранулы падали куда попало. В океан, на ледники, в реки. Эффективность упала до 40%. Ноябрь принес дожди, ливни шли по 20 часов в сутки. Вода смывала гранулы в ручьи и овраги. Яд концентрировался в низинах, создавая мертвые зоны, где погибало все живое. В одной долине нашли 300 мертвых пингвинов. Они пили из отравленного ручья. На возвышенностях концентрация приманки оказалась недостаточной. Крысы выживали. Январь 2014-го. Ловушки показывали нулевой результат 6 недель подряд. Камеры не фиксировали крыс. Анализ помета на тропах не обнаружил свежих следов грызунов. Остров объявили свободным от инвазивных видов. Праздновали победу. Рано. Март того же года. Биолог Сара Лукас осматривала колонию буревестников в бухте Правой Китовой. Птицы вернулись с зимовки и начали занимать норы. Лукас заметила свежевырытую землю возле входа в нору номер 123. Стандартная активность буревестника. Но земля была разбросана неправильно. Кучка слева от входа, а буревестники всегда выбрасывают грунт назад, между лап. Лукас установила камеру-ловушку. Ночная съемка показала крысу, выходящую из норы в 3 часа утра. Крупная самка, вес около 14 унций. Она обследовала территорию радиусом 20 футов и вернулась в нору. Внутри камера зафиксировала гнездо с 6 детенышами. Экстренная проверка острова заняла 2 недели. Крыс нашли в 17 точках на расстоянии до 40 миль друг от друга. Все гнезда располагались глубоко под землей. В норах буревестников, под корнями тусока, в расщелинах скал на глубине до 6 футов. Яд не достиг их, гранулы лежали на поверхности. Крысы, жившие в глубоких убежищах, никогда не сталкивались с приманкой. Анализ ДНК показал, все выжившие крысы принадлежали к одной субпопуляции. Они отличались поведением от основной массы. Обычные серые крысы кормятся на поверхности в радиусе 100 ярдов от гнезда. Эта группа охотилась под землей в норах других животных. Они ели яйца буревестников, не выходя наружу. Птицы приносили корм птенцам. Крысы отнимали его в темноте туннелей. Популяция этих крыс была небольшой. Около 5000 особей из 100 миллионов. 5%. Но этого хватило. Без конкуренции они размножались с удвоенной скоростью. Каждая самка производила 3 помета в год вместо 2. В помете было 10 детенышей вместо 7. Пища имелась в избытке. Мертвые птицы, оставшиеся после отравления, лежали повсюду. К лету 2014-го популяция выросла до 50 тысяч. К осени – 200 тысяч. Экспоненциальный рост. Математическая модель прогнозировала восстановление до 100 миллионов к 2020 году. 6 лет, и остров вернется к начальной точке. 17 миллионов фунтов потрачены впустую. Но крысы изменились. Новая популяция состояла целиком из подземных охотников.
Они не выходили на поверхность днем, избегали открытых пространств. Охотились только ночью, только под землей. Это делало их невидимыми для наблюдателей и неуязвимыми для яда на поверхности. Буревестники несли катастрофические потери, крысы жили прямо в их норах. Самка буревестника откладывала яйцо, крыса съедала его в ту же ночь. Птица откладывала повторно через 2 недели, результат тот же. К концу сезона буревестники истощались и бросали попытки. Успешность размножения упала до нуля целых в 3 колониях. Пингвины столкнулись с новой угрозой. Крысы рыли туннели под колониями. Сеть ходов на глубине 3 футов покрывала площадь в 2 акра. Гнезда пингвинов проваливались в пустоты. Яйца разбивались, птенцы падали в туннели и не могли выбраться. Крысы находили их на следующую ночь. Южно-георгийские коньки вернулись на большую землю с островков убежищ. 3 месяца остров был безопасен. Они отложили яйца, вырастили птенцов. В августе крысы появились снова. За 2 недели погибло 120 коньков из 300. Оставшиеся попытались вернуться на островки, но начался шторм. 50 птиц утонуло, пытаясь пересечь пролив в ураганный ветер. 2015 год. Новая стратегия требовала обработки подземных убежищ. Специальные гранулы с феромонами, привлекающими крыс. Приманку закладывали прямо в норы буревестников, под корни тусока, в расщелины скал, ручная работа. 20 человек покрывали 2 квадратных километра за неделю. Весь остров требовал 700 недель. 13 лет непрерывного труда. Бюджета не хватало. Проект сократили до критических зон. Территории вокруг крупнейших колоний пингвинов. 100 квадратных километров вместо 3000. Обработка началась в октябре. К январю 2016 закончили 50 километров. Крысы исчезли с обработанных участков. Пингвины в заливе Сент-Эндрюс вырастили птенцов. Успешность 70% против 5% годом ранее. Но на необработанных территориях популяция крыс взорвалась. Без конкуренции со стороны истребленных сородичей подземные охотники заселили каждый квадратный фут острова. Плотность достигла 200 особей на акр, вдвое выше, чем до начала программы истребления. Колонии буревестников на юге острова потеряли 100% потомства 3 сезона подряд. Золотоволосые пингвины в необработанных зонах начали вымирать. Колония на мысе Демарация насчитывала 12 тысяч пар в 2010-м. В 2016-м 300 пар. Сокращение на 97% за 6 лет. Птицы не просто теряли потомство, взрослые особи погибали от стресса. Постоянные атаки крыс, невозможность вырастить птенцов, истощение от бесконечных попыток организм не выдерживал. Средняя продолжительность жизни упала с 15 до 8 лет. Гигантские буревестники не восстановились после отравления 2011-го. Из 3000 пар осталось 900. Новая популяция крыс добила их окончательно. Птенец гигантского буревестника весит 9 фунтов, но первые 3 месяца беспомощен. Родители улетают за кормом на неделю. Крысы атаковали стаями по 30 особей. Они обгладывали птенца до костей за 2 ночи. К 2017-му на острове гнездилось меньше 100 пар. Вид находился на грани локального вымирания. Кочурки исчезли полностью с восточного побережья. Последнюю гнездящуюся пару видели в феврале 2016-го. Гнездо располагалось в расщелине на высоте 50 футов над уровнем моря. Крысы добрались и туда. Камера зафиксировала 7 крыс, карабкающихся по отвесной стене. Они съели яйцо и убили обоих родителей. Тусок продолжал исчезать. Площадь зарослей сократилась на 70% с начала века. Эрозия почвы ускорилась. Целые склоны превращались в голые скалы. Ручьи мутнели от смытого грунта. Прибрежные воды на милю от берега окрашивались в коричневый цвет. Планктон погибал. Рыба уходила. Пингвинам приходилось плавать на 10 миль дальше за кормом. Энергозатраты росли. Птенцы получали меньше пищи. Смертность от истощения выросла втрое. Каракары вымерли. Последнюю птицу нашли мертвой в марте 2014-го. Вскрытие показало отравление бродифакумом. Яд сохранялся в тушках крыс 2 года после их смерти. Вид прожил на острове 10 тысяч лет. Исчез за 3 года. Утки-шилохвости держались только в одной бухте на западном побережье. 120 особей из 20 тысяч, живших здесь в 80-х. Бухта была обработана от крыс, но утки не размножались. Генетический анализ показал, популяция слишком мала для восстановления. Инбридинг достиг критического уровня. Половина птенцов рождалась с дефектами. Вид был обречен, даже если крысы исчезнут полностью. (2021 год). Программу истребления крыс официально закрыли. Потрачено 34 миллиона фунтов. Результат. Популяция крыс сократилась на 90%, затем восстановилась до 70% от исходной. Новые крысы оказались умнее, осторожнее и смертоноснее предыдущих. Отбор работал в пользу самых приспособленных. Человек создал суперкрысу, устойчивую к ядам и ловушкам. Но пингвины выжили.
Колонии в обработанных зонах восстановились. Залив Сент-Эндрюс — 15 тысяч пар королевских пингвинов. Рост на 200% за 5 лет. Бухта Правой Китовой — 8 тысяч пар золотоволосых, рост на 300%. Защищенные территории занимали только 10% острова, но концентрировали 60% всех гнездящихся пингвинов. Птицы научились. Новые поколения выбирали места гнездования в обработанных зонах, даже если там не хватало пространства. Плотность колоний выросла втрое. Пингвины гнездились буквально друг на друге, но это было безопаснее, чем просторные территории, кишащие крысами. Эволюция в действии, за 20 лет сменилось 3 поколения, и каждое было осторожнее предыдущего. Буревестники переместили колонии на прибрежные утесы. Вертикальные стены высотой 300 футов, гнезда на карнизах шириной 8 дюймов. Крысы туда не добирались. Птенцы падали вниз при первых попытках летать. Смертность достигала 40%. Но это все равно лучше, чем 100% гибель в норах на равнине. Южно-георгийские коньки остались на островках. Популяция стабилизировалась на уровне 200 птиц. Мало для здорового генофонда, но достаточно для выживания вида. Птицы больше не пытались вернуться на большую землю. Память о крысах передавалась от родителей к птенцам. Инстинкт избегания сформировался за 15 поколений. Туссок не восстановился. Растения живут 100 лет, но без семян новые не появляются. Крысы продолжали поедать каждое семя. Через 50 лет последние кочки умрут. Остров потеряет уникальную экосистему навсегда. Даже полное уничтожение крыс не вернет туссок. Почва изменилась, эрозия разрушила структуру, микроклимат нарушен. Что произойдет, если тысячи крыс останутся наедине с пингвинами на маленьком острове? Крысы не выиграли. Пингвины не проиграли. Система нашла новое равновесие. Жестокое, дорогое, но стабильное. 10% территории свободны от крыс. Там процветает жизнь. 90% контролируют грызуны. Там выживают только самые приспособленные. Человек потратил 34 миллиона фунтов, чтобы понять простую истину. Природу нельзя вернуть назад, можно только двигаться вперед, к новому балансу. Инвазивные виды становятся частью экосистемы, местные виды адаптируются или вымирают. Вмешательство человека ускоряет процесс, но не меняет результат. Южная Георгия сегодня – это не остров до появления крыс. Это новая экосистема, где пингвины гнездятся на утесах, буревестники живут на отвесных стенах, а коньки заперты на крошечных островках. Где участки, свободные от крыс земли, ценятся как золото. Где каждый квадратный фут безопасной территории кишит жизнью, а остальной остров медленно умирает. Последняя перепись 2020 года насчитала 380 тысяч пингвинов. В 70-х было 2 миллиона, сокращение на 80%, но популяция больше не падает. Она стабильна. Пингвины нашли способ жить рядом с крысами, не побеждая их, просто выживая, день за днем. Поколение за поколением, на маленьком острове посреди огромного океана.